Всех приветствую из Одессы. Когда говоришь Одесса, хочется улыбаться, но сегодня у одесситов явно не тот день. Сегодня в Одессе стало по-настоящему страшно. Прозвучала серия очень сильных взрывов, которые напугали, наверное, каждого абсолютно, кто их услышал. Все думают, что в Одессе сейчас очень безопасно, все уже забыли за войну, все только танцуют, отдыхают, посещают рестораны и загорают на пляжах города. Но это не так. Каждый, кто приходит в ресторан или на пляж, понимает, что он живет одним днем, и никто не знает, что может произойти через 1 минуту, потому что все понимают и все стараются помнить, что в городе война. Поэтому, когда людей начинают осуждать за то, что они отдыхают, это, наверное, не совсем правильно, потому что каждый пытается жить сегодняшним днем. Вот как сегодня ничего не предвещало беды, все занимались своими делами, работали, кто-то загорал, кто-то отдыхал, но прозвучали такие сильные взрывы, что снова все напуганы. Мы сегодня были в разных частях города. Ирина с мамой поехали в центр города, в район ЖД вокзала. Я была в другом районе. Раздался сигнал воздушной тревоги. Сразу увидела, что угроза баллистики для города. Позвонила Ирине с мамой, и тут внезапно раздался такой сильный первый взрыв. Все испугались. В том районе, в котором я была, не так было слышно, в центре было больше слышно. Сразу вот начинается какое-то ощущение паники. Все люди начинают куда-то бежать, все начинают звонить своим близким, спрашивать, как у них дела, и просто вот в воздухе нависает какое-то чувство ужаса. И начинается вот эта суета, каждый переживает услышать что-то плохое от своих близких. Поэтому никому не пожелаешь переживать такие моменты, которые сейчас переживают украинцы. Давно такого не было, чтобы днем по городу в разгар курортного и туристического сезона запускали серию ракет. И слава богу, что все ракеты были сбиты, и все отделались только легким испугом. Судя по новостям, на теперешнюю минуту жертв нету, и слава богу, надеемся, так и будет. Не было подобных обстрелов, все уже отвыкли от этого, все привыкли, что если тревога, то пока ничего страшного не случается, а сегодня все снова напуганы. Позже появилось в сети видео, как на пляжах плачут дети от того, что они испугались от сильных взрывов, потому что их было много. И пока пишут, что все сбили, но это все равно, когда сбивают, достаточно громко происходит. Очень страшно в такие моменты находиться на открытых участках, да, особенно, наверное, сложности были у людей, которые сейчас на пляжах. Это вот реально испуг у детей, у взрослых. Сейчас много людей приезжают отдыхать, и они приезжают с положительными эмоциями сюда и хотят положительные эмоции увезти с моря черного, что-то хорошее запомнить о лете, но сегодня пережили люди не самые лучшие моменты своей жизни. Ирина рассказывала, что сегодня разговаривала с женщиной, которая приехала сюда из Киева, и она у Ирины просто в районе ЖД вокзала спросила: ну как у вас в Одессе, все тихо, спокойно? Ирина говорит: ну не скажи, бывает и страшно. А женщина говорит: все будет нормально. И вы представляете, она только вышла из поезда, и сразу раздалась серия таких взрывов. Конечно, дальше отдых уже будет более напряженным, потому что все понимают, что такое может снова повториться. В пабликах пишут, что это были ракеты Искандер-М, и они были благополучно сбиты. И каждому хочется надеяться, что сегодня это уже не повторится, хотя все так и продолжают оставаться в напряжении, и теперь воздушная тревога сегодня и последующие дни будут действительно всех пугать. Все уже действительно не будут такими расслабленными. Особенно будет страшно посещать пляжи. Мы думали сегодня вечером как раз поехать снять вам море, но мы боимся сегодня ехать на такие открытые участки.
все-таки, когда ты находишься в помещении, воздушная тревога, ты как-то понимаешь, что ты немного в укрытии. А вот на пляже нужно бежать до укрытия, а все знают, что когда баллистика, можно не успеть. Смотрите, какие на дереве красивые серьги. Желаю всем хорошего дня, хорошего, тихого, спокойного вечера. Берегите себя и своих близких. Мы в Украине, в Одессе, будем надеяться, что сегодня наш вечер будет тихим, и такие сильные и страшные взрывы будут повторяться как можно реже и будут пугать, травмировать и убивать людей как можно реже. И надеемся, что все будет хорошо. До встречи в следующем видео. И спасибо вам большое за всю вашу поддержку.